Всем привет! Продолжаем вязать зайца. Следующая деталька у нас будет тело. Набираем цепочку из 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Начиная со второй петли от крючка вяжем 1, 2 и 6. В последнюю петелечку провязываем 3 столбика. 2, 3. С противоположной стороны вяжем 5 столбиков. 5. И в последнюю 2 столбика вяжем. Значит, это у нас первый ряд. Получилось у нас 16 столбиков. Берем маркер. Второй ряд. Прибавка. Прибавка. Дальше потом вяжем 5 столбиков. Дальше 3 прибавки подряд. Раз. Сейчас ниточку. Вторая прибавка. Третья прибавка. Далее 5 столбиков. 5. И в конце у нас 2 прибавки. Одна и вторая. Так, во втором ряду у нас 22 столбика. Третий ряд. Столбик и прибавка. Дальше 5 столбиков. Дальше столбики и прибавка повторяем 3 раза. Раз. Столбик, прибавка 2. Столбик, прибавка 3. Дальше вяжем 5 столбиков. И в конце столбик, прибавка 2 раза. Столбик, прибавка второй раз. Четвертый ряд. Также продолжаем делать прибавки. 2 столбика и прибавка 5 столбиков. Затем 2 столбика и прибавка 3 раза повторяем. Затем опять 5 столбиков, 2 столбика и прибавка 2 раза. И пятый ряд. 3 столбика и прибавка. Затем 5 столбиков, 3 столбика и прибавка 3 раза, 5 столбиков, 3 столбика и прибавка 2 раза. И в пятом ряду у нас получается 40 столбиков. Шестой ряд провяжем без изменений. 40 столбиков. Следующий ряд у нас 7. Значит, вяжем его так. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше делаем прибавку. Затем 2 столбика. Прибавка. Дальше 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Потом прибавка. 2 столбика. Прибавка.
И дальше вяжем у нас до конца ряда оставшиеся 25 столбиков. Получается у нас в 7 ряду 44 столбика, 8 ряд вяжем без изменений. 44 столбика. 9 ряд 4 столбика. 3, 4. Далее прибавка. 3 столбика. Так, раз, два, три. Прибавка. 4 столбика. 4 столбика прибавка. Дальше 3 столбика и прибавка. 2, 3. Прибавка. И оставшиеся 26 столбиков довязан до конца ряда. В 9 ряду у нас 48 столбиков. Теперь с 10 по 17 ряд вяжем без изменений 48 столбиков. 18 ряд 4 столбика. 3, 4. Убавка. Дальше 3 столбика. Убавка. 4 столбика. 2, 3, 4. Убавка. Убавка за передние стенки петли. Дальше 3 столбика без накида и убавка. 2, 3. Убавка. И 26 столбиков у нас должно остаться до конца ряда. Довязываем. В 18 ряду у нас 44 столбика, 19 ряд вяжем без изменений. 20 ряд 3 столбика, 2, 3. Убавка. 2 столбика вяжем. Убавка. 4 столбика. 2, 3, 4. Убавка. 2 столбика. Убавка. И 25 столбиков у нас остается, довязываем до конца ряда. В 20 ряду у нас осталось 40 столбиков. Теперь с 21 по 24 ряд вяжем без изменений 40 столбиков. 25 ряд вяжем 8 столбиков и убавка, повторяем 4 раза. И в ряду у нас осталось 36 столбиков.
26, 27 и 28 ряд вяжем без изменений. Дальше 29 ряд 7 столбиков и убавка повторяем 4 раза, и в ряду у нас остается 32 столбика. 30 ряд вяжем без изменений 32 столбика. И последний ряд будет 31, это 6 столбиков и убавка повторяем 4 раза, и в ряду остается 28 столбиков. Ну вот, довязали мы последний ряд, и в ряду у нас в последнем 28 столбиков. Делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку. Мы будем пришивать голову отсюда этой ниточкой. Но уже наполнять будем после того, как начнем, когда начнем пришивать голову, тогда будем наполнять. Дальше вяжем голову. Итак, кольцо мы набираем 8 столбиков без накида, стягиваем колечко. Дальше второй ряд 8 прибавок подряд, будет 16 столбиков во втором ряду. Дальше, значит, третий ряд столбик и прибавка повторяем 8 раз в ряду 24. Четвертый ряд вяжем 2 столбика и прибавка повторяем 8 раз, и в ряду 32 столбика. Провяжем давайте эти два ряда. Продолжаем вязать, не забываем, конечно же, фиксировать наш начальный хвостик. Следующий ряд, пятый, 7 столбиков и прибавка повторяем 4 раза, и в ряду 36 столбиков. Шестой ряд вяжем без изменений, 36 столбиков. Седьмой ряд 5 столбиков и прибавка повторяем 6 раз, и в ряду у нас 42 столбика. Дальше с 8 по 12 ряд вяжем без изменений, 42 столбика. 13 ряд вяжем 11 столбиков, провязали 11 столбиков без накида. Теперь вяжем 5 прибавок подряд из полустолбиков с накидом, но будем вязать их за переднюю стеночку петли. Не за обе стеночки будем брать, а за передние. Значит, накид. И прибавка получается из полустолбиков с накидом. Их должно быть у нас 5. Раз. Следующая прибавка из полустолбиков. Делаем накид за переднюю стеночку петли. Захватываем рабочую нить, вытягиваем и все петелечки на крючке провязываем. Вдруг кто не знает, как делается полустолбик с накидом. Вторая прибавка. Далее. Третья прибавка за передней стеночки. Продолжаем вязать. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. Далее делаем 10 соединительных столбиков. Также за передние стенки петли. Беремся за переднюю стеночку петли. Делаем 10 соединительных столбиков. Не стягиваем при этом сильно, чтобы можно было дальше в них ввязываться. 2. 3. Провязали. Дальше делаем опять 5 прибавок из полустолбиков с накидом подряд за передние стенки петли. Первая прибавка.
4 и 5. И оставшиеся 11 столбиков довязываем до конца ряда уже за обе стеночки петли. 11 столбиков без накида. Дальше вяжем, как обычно, за обе стенки петли столбики без накида. Значит, с 14 по 18 ряд вяжем 52 столбика, которые у нас получились в этом ряду. Без изменений. Обычные столбики с накидом. Тут немножко будет неудобно, но постарайтесь. Если сильно не стягивали, то сможете провязать. Значит, вяжем. На этом этапе вставляем глаза. Отсчитываем от начала ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядов. Между 11 и 12 рядом будем вставлять глаза. Находим. Это у нас щеки. Значит, тут вот находим первую прибавку. И над ней, получается, будет у нас глазик стоять. Так и здесь. Первая прибавка и над ней. Вставляем глаз. Между глазами 10 столбиков. Вставляем глазки и будем дальше вязать. Если у вас пришивные глаза, вы можете их пришить после того, как довяжете голову и набьете. После тогда уже пришивайте там, где посчитаете нужным. Все, продолжаем вязать. 19 ряд, 11 столбиков и убавка, повторяем 4 раза. И дальше продолжаем вязать убавки. 20 ряд, 6 столбиков и убавка. И так мы довязываем до конца, параллельно набиваем плотно голову, формируя щечки, и закрываем наше вязание 6 убавками. Вот такая деталь головы у нас получилась. Стянули, спрятали ниточку. Теперь делаем утяжку глаз. Вводим, ну, отрезали, естественно, нитку такого цвета. Снизу вводим иголочку и будем утягивать глаза с двух сторон. Вставляем тут нитку. Вот. Сначала спереди, с внутренней части сделаем утяжку. Вот где-то здесь и опускаем вниз. Через столбик, потому что я буду утягивать так, чтобы связать 2 ниточки и чтобы держал столбик, чтобы они внутрь не ушли. Поэтому стягиваем. И завязываем. Стягивайте посильнее, потому что потом нитка может немного ослабиться и у вас утяжка уйдет. Вторая утяжка у нас будет с этой стороны. Ввожу я нитку, значит, видите, я ее не посередине здесь получилось сделать, тут прижалась. Ну, благодаря этому тут у нас еще щечки образуются, поэтому я с этой стороны веду сюда иголку, чтобы равномерно здесь сплюснулась. Значит, ввожу иголку сзади, вернее, по краям глаз. Можно прям сильно близко к глазу, можно чуть-чуть, если будет не получится, ничего страшного, там они при утяжке ниточка спрячется. Здесь оставляйте хвостик, который мы будем привязывать. Вот. Вводим сюда также и назад к следующему глазу. Ну,
меня, например, выходит сюда, я потом, мне проще подправить. Так вот, сюда. Вот и здесь. Насколько возможно ближе к глазу. И вывожу я рядышком не в эту же, откуда вела, а через столбик. Можно было притянуть. Вот. Теперь стягиваю также. Стягиваем и завязываем. На этом этапе предлагаю сразу вышить носик. Сделать бороздочку, тут стянуть, как сделать мордочку. Значит, где-нибудь со стороны вводим. Значит, у нас носик. Сначала находим бороздочку, где у нас будет полоса посередине. Находим эту серединку. Значит, она у меня будет располагаться на 7 столбиках. Значит, начало будет бороздочки, вот где у нас был ряд вот этот вот соединительных столбиков. Вот тут вот примерно серединку я найду. Где-то здесь будет серединка. Оставляем тут кончик ниточки. Отсчитываем 7 рядов. 1, 2, 4, 5, 6, 7. И вводим параллельно. Захватываем синтепон. Выводим обратно. Вводим и стягиваем. Сильно не получается стяны, потому что тут ниточка. Ну, сейчас еще пару раз пройдемся. Там уже проще будет стягивать. И эту подтягивать. Я думаю, 3 раз достаточно. Вот стянули. Да, вот щечки что-то похожее получается, уже вырисовывается. Дальше мы можем формировать тут же сразу и носик. Вот. Для начала, наверное, я сделаю, чтобы из 2 ниток делался носик, потому что потом, чтобы меньше было манипуляций. Значит, носик у нас будет располагаться где-то, ну, на этом ряду, соответственно. Но вот у нас здесь, вот я ввела, да, 1, 2, 3 ряда сюда, и вот они их просто видно, 1, 2, 3, где-то так, такой ширины. Если кому покажется, что это широкий нос, можно уменьшить. Итак, значит, будем делать треугольник. Но эту ниточку я потом сюда добавлю, введу, и тут у меня будет 2 полоса. Но это, конечно, надо будет как-то стараться аккуратно делать, чтобы бороздочка была посерединке треугольника. Ну, там смотрите, как у вас получается. Можно поправить потом по ходу. Вот, сейчас сюда еще разочек. Наверное. В общем, я так выведу 2 раза, еще раз по разу. Потом пройдусь вот так. Дальше пришиваем ушки. Ушки уже вы можете, если хотите, пришивайте на свое усмотрение, как вы
видите, где должны располагаться они. Ну, я пришью и скажу, как я пришила. Итак, я пришила ушки. Значит, пришивала я, отсчитав от серединки. Вместе с серединкой считаю 1, 2, 3 ряда. И вот между третьим и четвертым, ну, соответственно, немного захватив еще и третий ряд, я привязала эту часть, пришила, вернее, и пропустив далее один ряд, пришила к следующему ряду. То есть между ушками у меня один ряд получился. Между двумя половинками пришитыми один ряд. И к нему я пришила заднюю часть, вот к этому ряду. Ну, так расположила здесь у меня ушки. Дальше вы можете, если не нравится вам так, то вы можете как бы по-своему располагать. Теперь делаем веки. Вот. Вы можете просто, как здесь я вокруг пришила, да, но это так не очень аккуратно получается, но это как образец, чтобы не мучиться, вдруг не хотите, можете вообще ничего не делать. Вот, а если есть желание сделать веки, то берем ниточку, делаем узелочек, вводим, узелочек прячется и, соответственно, нитка держится. Вот. На этом глазу покажу, как я делаю. В общем, вывела я так, чтобы у меня получился наискосок. Как бы не ровненько будет, а вот немножечко вот так. Вот, ввожу здесь, немножко отойдя от глаза, и выведу сюда к серединке, близко к глазу. Но так как сразу у меня не получится, я сделаю в 2 этапа. 2 этапа выведу. Соответственно, здесь, когда вывожу иголку, надо, чтобы между столбиками она вышла, чтобы потом мне удобно было обратно его выводить, чтобы ничего тут не зацепить. Вот, и вывожу тут ближе к глазу, насколько возможно, посерединке. Цепляю ниточку вот так вот. И получилось вот так. И не в этот же ввожу иголку, откуда вывела, да, а немножечко в сторону. И повторяю процедуру такую же. Точно так же. В общем, вводите, выводите. Сюда вывели иголку, опять сюда же ввели. Дальше уже в следующий раз можно не в этом месте, а немножечко в сторонку ввести. То есть, чтобы не в одном месте все время это было. И, соответственно, постарайтесь немножечко на глаз положить, чтобы, ну, я выведу сюда, здесь удобнее выводить. Так, сейчас объясню. Значит, вот, сильно не стягиваем, чтобы видно было. Дальше вводим опять сюда. Вот этот раз я выведу сейчас. Значит, этот раз, если вдруг кто-то досматривает меня до сюда, может посмотреть, как я делаю. Вывожу вот сюда. И здесь уже зафиксирую эту сторону, эту половинку. Немножечко на глазу, чтобы лежало. И еще раз. Третий раз, и тогда уже будет более заметно. Вот. Еще раз, третий раз я положу, потому что, видите, здесь она как бы легла, а тут нет. Поэтому этот раз я положу сюда и здесь зафиксирую. Вот таким образом получится века. Ну вот, в принципе, что-то такое получилось. Дальше ниточку я вывела сюда и привязала, отрезала. А теперь будем пришивать голову к телу. Для этого наполняем тело синтепоном плотно. Значит, когда наполняете, делайте акцент на вот эту часть, это у нас животик. И, соответственно, пришивать, когда будете голову, чтобы не свернуть ее в сторону, пришивайте правильно. И смотрите, голову немножечко мы опускаем вниз. Не задираем ее, она так у нас и получается. Если вы вдруг так же стягивали, то вот пришиваем немного, опустив вниз. И смотрите, я советую для удобства, может кто-то там по-другому себе найдет удобство, да, чтобы правильно пришить именно к тому кругу, так как у нас тут спираль, вот, будет съезжать, да, круг. Поэтому мы смотрим внимательно, где у нас примерно будет круг располагаться.
Вот. И я как пришивала черного зайца голову, я брала маркером и обводила примерный тот круг, где я буду пришивать, чтобы потом, когда буду это делать, чтобы иголочкой не съехать в сторону, и у меня голова где-то вот так вот не получилась, либо не ушла. Ну, уйти в сторону она, естественно, это надо контролировать, а вот чтобы она вот как бы так боком или еще как-то не получилось. Вот поэтому могу посоветовать вам сделать такой вот вариант. Выбрать маркер, чтобы незаметно было. Теперь пришиваем лапки. Пришивать будем. Я думала сначала стянуть, потом решила этого не делать. Пусть как есть, так и будет. Не буду стягивать, а просто пришиваем. Значит, складываем, прижимаем пополам и примерно находим середину, ну край вот этот вот так при сложении. Вот к нему его и будем пришивать. Вот, прикладывайте так, что вот поставьте зайчика примерно, чтобы он у вас, лапки были вот на уровне нижней части. Не знаю, будет ли он устойчив, но хотя бы, чтобы выглядел ровненько тут. Вот, прикладываем и пришиваем. Также и пришиваем ручку, лапку верхнюю. Тоже это самое, на уровне, вот я покажу здесь, да, примерно на уровне с нижней части. Сначала пришивайте ножку, нижнюю лапку, а потом верхнюю. И немножечко под таким углом. Также сдавив, пришивайте именно эту часть. Тут немного захватив, тоже вот, чтобы это все было пришито. Это я начну покажу, а дальше пришивайте. Значит, вот так вот я прикладываю. И вот куда попадает нитка, ну, то, что вывела, да, вот, прижав, значит, здесь я и буду пришивать. Вот, ввожу, как оно, как вот ложится, туда и ввожу иголку. Стягиваю, соответственно, потом сюда и сюда. Вот так. Но это пришиваю я так. Вы, может, пришьете по-другому. Ну вот я пришила. Немножко, конечно, у меня вскосилась голова, как бы я ни пыталась, потому что все-таки лучше зафиксировать, как я обычно фиксирую голову. У меня просто здесь нет этих вещей. Вот, спицами как бы фиксирую я. Как помните, если вы смотрели видео мои, тогда пришиваю, тогда она не вертится сильно. Вот хвостик я пришила, отчитав третий ряд. Раз, два, на третьем ряду пришила хвостик снизу и немного тут. Второй ряд, чтобы он не сильно был прижат, он сидеть не будет сильно хорошо, он чуть-чуть уйдет, как бы назад отклонится этот заяц, поэтому пришила его именно так. Можно, конечно, если есть желание, ну это там вначале мне надо было обговорить, вставлять проволоки, тут добавлять как, ну, картонку, либо пластик приклеивать, чтобы ровненько здесь было, тогда будет у вас заяц устойчив. Если это не важно, то просто как игрушку шейте, пришивайте к обычной игрушке. Ну вот, заяц готов. Осталось только для него связать пальтишко и шапочку, чтобы получился зайчик Дед Мороз. Я взяла еще носик, вот так вот стянула. У меня ниточка закончилась этого цвета. Взяла коричневую ниточку и немножечко вот этот нос немного вниз стянула. Потому что мне показалось, что он сильно задрат вверх, некрасиво. Там посмотрите сами, как вы. Может, вы немножко по-другому сделаете носик. Ну что, вот такие зайчики у меня получились. Я не снимала видео пальто для Деда Мороза, потому что у меня сначала я вяжу образцы, а потом уже по образцам этим делаю видео. Вот, поэтому я этого не делала, так как у меня нет времени на это, я не успею до Нового года. Вот, поэтому, если вдруг вам нужно будет, чтобы я сняла видео, как связать пальто для Деда Мороза и пальто для Снегурочки, чтобы у вас было и Дед Мороз, и Снегурочка, зайчики, то напишите,
Я свяжу, на видео сниму, но это будет попозже, если получится успеть к Новому году. Успею, если нет, то извините, только после Нового года смогу выложить это видео. Вот, а так, на этом все. Вяжите с удовольствием. Надеюсь, вам понравился мой зайчик, моя схема. И будут рады все ваши родственники, кому вы их подарите. Удачи вам, с наступающим Новым годом. Счастья вам всем, здоровья, будьте счастливы. Пока-пока.